С наступающим вас праздником, с Новым годом, с Рождеством наступающим. Вот год уходит, и мы все сейчас начнем подводить итоги, давать себе обещания, 90% которых из них мы не сделаем. Да, вот, у кого что, вот я уже 10-й год подряд вот, к лету собираюсь сесть на шпагат обратно. Ну, вот. Вот сколько бы я итогов не подводила, не получалось. Вот это интересно, в 2019 году, когда вот 2019 год уходил, это был вот в том году, вот можно сказать, в каком-то плане исполнилась моя мечта, что ли. Я в том году вот ездил много, посмотрел те страны, которые хотел посмотреть. И мы на Новый год собрались с друзьями, и также сидим и подводим итоги уходящему году. Мы говорим, вот что вот в этом году было? У кого-то одно, у кого-то третье. Там 20 человек. Вот. Каждый на 20 минут будет говорить, это будет очень долго. Надо сокращать это дело. И один из нас предлагает, мой один друг предлагает, слушайте, давайте, говорит, так, уходящий год, вот, если одним словом описать, то что это было? Какое это слово было бы? Ну, я помню, тогда на тот год я сказал, что для меня это слово было путешествие, journey, это путешествие, да, или путь, я сказал, ну, потому что я много ездил, много изменений в жизни были. Вот это было так, ну, как бы, путь. И кто-то говорил другие там разные слова. Я вам хочу сейчас предложить подобную практику. И я хочу, чтобы вы мне отвечали, чтобы это не было вот в один, да, вот что монолог такой. Я хочу, чтобы вы мне отвечали, скажите вот такое вот слово, одно слово. И я утром вот предлагал, чтобы люди описали одним словом эту неделю. Я, кажется, был к ним слишком жесток. Я поэтому вам предлагаю, чтобы вы сейчас описали вот одним словом, может, год, неделю, месяц, или ваше сейчас состояние, в котором вы находитесь. Вот слово «неделя», я вот это, что я утром сказал. Вот скажите, вот, пожалуйста, несколько человек, скажите, вот мое слово, оно такое. И если хотите, будет желание, можете там в 2-3 предложениях сказать, почему. Да, Инкар, пожалуйста. Поднятие. Поднятие, да. Рост. Отлично. Кто-то еще хочет поделиться? Творчество, да, 2 года рисует, спасибо, да. Еще кто-нибудь хочет? Покой и защита. Это очень, очень хорошо, очень такие позитивные слова. Коммуникация очень важна. Да, вот, как можно делать коммуникацию без слов? Да, и сама коммуникация нуждается в слове, которое опишет это. Радость, очень приятно слышать. Переселение, перемены, да, переезд. Вот переселились в свое новое жилье. Поздравляю вас, это же классно. Да, еще кто-нибудь хочет поделиться? Ибупрофен. Вот я думаю, мы вот все могли бы это подписаться. Вот для меня это тоже слово ибупрофен. Вот у меня сейчас дома болеют дети, поэтому я здесь один, а они там. Вот. Я, кажется, в каждой проповеди упоминаю своих детей, да, потому что это вот очень большая часть моей жизни сейчас. Слово недели. И знаете, иногда бывает так, что одним словом вот сопровождается вот какой-то период, да? Вот, к примеру, я только что сказал про Рождество и про Новый год, который нас ждет. Это вот, когда мы говорим Новый год, у нас в голове появляется множество ассоциаций. Когда мы говорим Рождество, да, или Новый год, тоже вот, каждое слово имеет какие-то там сопутствующие эмоции, да, приятные, неприятные, ну, разные. И такое слово вот для нас очень, актуальное для нас сейчас, это слово завтрашнего дня. Вот кто-то знает, какое слово завтрашнего дня? Конечно, это независимость. Это слово завтрашнего дня для нашей любимой родной страны, для Республики Казахстан. Это День независимости. Мы будем говорить завтра, чувствовать себя, да, может быть, кто-то будет включать гимн. Так как я вот
очень, достаточно долгое время жил за границей. Вот 16 декабря обязательно дома утром включал гимн Республики Казахстан. Пока я там жил, там гимн даже поменяли. Вот. Это вот тоже одним словом мы описываем вот всю вот эту историческую смену, вот, которая произошло в нашей жизни, в нашей стране, в соседних странах, да, вот во всем этом регионе. Знаете, так как я говорю о слове, об одном слове, мне тоже, наверное, стоит сказать о моем слове. Какое мое слово? И я вот думал, какое же будет мое слово? Я думал, я пытался как анализировать, пытался там читать что-то, там общаться с людьми. И вот я нашел одного человека, который мне помог разобраться. Он очень так четко, точно описал ту ситуацию, через которую я сейчас прохожу, в своей жизни. И, может быть, не самые лучшие времена, но я вот это прохожу. И этого я хочу вам представить человека, да. Вот, может быть, кто-то его даже знает. Вот этот парень. Я не знаю, это может быть один против одного, один против многих, все против одного, но чаще всего это все против всех. Вот такие ситуации тоже бывают, да, вот и мое слово вот в такой ситуации вот это вот поражение, как бы вот не попадайте в такие ситуации. И можно попробовать вот таким словом, да, вот описать даже какие-то сложные, трудные ситуации или какие-то результаты этих трудных ситуаций. И на самом деле это не я первый человек, который сижу и думаю над этим, вот что сейчас произошло. Это не вы единственные люди, которые думаете, да, обсуждаете, размышляете над своей жизнью. Такие люди существовали и до нас. Я сейчас хотел бы вот очень кратко поговорить про древнегреческих философов, как они понимали слово. Потому что слово на греческом языке – это логос. И логос для них было таким очень большим фундаментом, такой большой, вот знаете, философской концепцией, через призму которого они пропускали свое мировоззрение. И я вам хочу предложить очень вкратце рассказать про 4 философов, про великих философов. Это первый у нас будет Гераклит. Когда он думал про слово, про логос, он думал, что это принцип порядка и изменения. Он говорит, вот каждый порядок, который существует в этом мире, и изменения, вот они говорят, это логос для них, вот это абстрактное понятие. Да? И он говорит, вот это все производится вот через логос, вечно присутствующий и преобразующий. Для Гераклита было логос вот таким порядком и изменениями. Другой человек – это Платон. Мы все знаем, да, Платона, наверное, читали. Я даже могу вам сказать, что я не Платона, я Аристотеля читал вот в оригинале на греческом языке. Правда, ничего не понял, но я его читал на греческом языке. Для Платона логос – это вот вечные идеи или мир эйдосов, да, вот как он пишет у себя. К примеру, например, есть камера, которая стоит и снимает эту проповедь. Вот в мире идей существует идеальная, самая лучшая, без всякого изъяна камера. Оно там где-то существует. И все камеры, которые здесь стоят или где-то там продаются, в Технодоме, там, я не знаю, где еще там, в Сулпаке, они все просто какие-то там отражения того идеального, той идеальной камеры. То есть Платон так объяснил бы, используя вот эту абстракцию идею логоса. Самый более, я бы сказал, буквалистический, наверное, был подход у Аристотеля. Для Аристотеля логос, как его основной концепт, это заключалось в аргументации или в избежании противоречивости. То есть он говорил, Аристотель говорил, мы его логикой до сих пор пользуемся, да? Он говорил, надо избегать противоречий, он часто говорил о логичности. Вот что мы имеем или подразумеваем под противоречием. К примеру, если я сейчас скажу, вот прямо в этот момент, в этот день я нахожусь здесь и проповедую, и рассказываю про Аристотеля, и в то же время заявляю, в этот момент, в этот день, на этом месте, не на этом месте, а я сижу дома
с Ниной, с детьми, там, помогаю, я не знаю, там, кому-то сейчас подгузники меняем, или кто-то что-то раздел, это мы вытираем, вот занимаюсь вот тем, чем вот я занимаюсь дома. И я сказал бы, вот эти действия происходили в моей жизни в одно и то же время. И это было бы противоречием, потому что это взаимоисключение. Я либо там, либо я здесь. Ну, как бы для Аристотеля это был такой способ мышления, да, как он артикулировал логику. И вот что к нам больше всего ближе подходит, это, наверное, стоики, потому что для них логос это был как божественный разум, который управляет Вселенной. То есть у него не было такого четкого монотеистического понятия, как Бог, вот как мы в нашем понимании. Но он говорит, вот есть какой-то вот божественный разум, который управляет всем миром, всем, что мы видим, вот всем этим космосом. Я вот сегодня вот хочу вам предложить я вам хочу предложить сегодня встретиться вот с настоящим словом, тем подлинным словом, которое вот мы читаем в книге Иоанна, в Евангелии Иоанна, с 1 стиха по 5 стихи. Там мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Оно было в начале с Богом. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его». То есть, что мы здесь видим? Это начало Евангелия от Иоанна, и он нам рассказывает о начале служения Иисуса Христа. И мы все знаем, что Евангелие от Иоанна, оно очень сильно отличается от Евангелия, вот от других, да, вот, от Матфея, Марка и Луки. Потому что они, когда говорят о рождении Иисуса Христа, они его ставят в такой исторический, политический, культурный контекст. Они говорят, да, вот он родился там в Палестине. Недавно меня поправили. Нельзя говорить, оказывается, Палестина. Надо говорить Южный Левант. Вот он там в том регионе он родился, вот в определенном месте. Там были определенные правители тогда вот в Римской империи, в Иудее. И они нам показывают исторический контекст, когда родился Иисус. То есть мы Иисуса в синоптических Евангелиях видим как человека, как настоящего человека, который ел, пил, участвовал в культурной жизни вот своего общества. И при этом, который говорил, да, вот он приходил с такой вот скеригмой, он говорил проповедь, он совершал чудеса. Да, мы знаем Иисуса как в истории. И это вот среди богослов есть такое понятие, как богословие снизу. Когда мы пытаемся узнать, кто был этот исторический Иисус, мы занимаемся вот с богословием снизу. Или с христологией снизу, потому что он больше приземленный, он здесь, он один из нас. Но Иоанн здесь занимается богословием сверху, потому что он нам открывает другую перспективу, он указывает на Христа, он показывает Христа совершенно с другой перспективы. И эта перспектива, он говорит, в самом начале, до сотворения мира, кем был Иисус Христос. Здесь мы приближаемся к идее того, да, вот к Троице, он показывает, вот Иисус, вторая личность Троицы, то есть он занимается очень глубокой, большой, такой сложной богословии здесь Иоанн. Он его ставит вот в такой, вот знаете, такой мир, вот не который, вот в котором мы живем, а вот такой запредельный мир. И он показывает, кто такой Иисус в той реальности. И он говорит, он с самого начала он Бог. И в нем заложен весь смысл этого мира. Потому что мы здесь читаем, да, вот в нашем стихе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть мы видим здесь, что Иисус не такое слово, вот, которыми пользовались греческие философы. Иисус не такое слово, которыми пользуемся мы сегодня. Все наши слова, вот абсолютно все наши слова, они чаще всего это описательные слова. Мы описываем, что-то произошло, мы пытаемся что-то аргументировать, но это чаще всего очень описательные слова. Но слова Иисуса, когда Иисус, слово, которое там наивысшее слово, да, вот ультимативное слово, вот единственное слово, это не описательное слово, а решение. И в нем заложен источник жизни и света в Иисусе.
И когда Иисус пришел в этот мир, Он пришел, если Он источник жизни и света, Он в этот мир пришел не просто так, не просто рассказать о свете. Он не пришел просто рассказать о жизни, о настоящей жизни, о настоящем свете. Он сюда пришел, чтобы победить врагов света и жизни, смерть и тьму. Да? Он делает это не через уничтожение, а через преображение. То есть Иисус, Он когда пришел, когда мы говорим о победе, мы чаще всего думаем об уничтожении, да, или об, distraction, о разрушении противоположной стороны. Но Иисус этим не занимается. Когда Он пришел в этот мир победить, победа Иисуса – это преображение. Там появляется жизнь. После победы Иисуса Христа там не остается. Результатом победы Иисуса Христа – это не разруха. Так часто бывает. Да, мы видим войны во всем мире, происходит не так уж и далеко от нас, и мы видим, побеждающая сторона, победитель поставил свой флаг на руинах и говорит, я победитель, потому что я здесь все, что было, я разрушил. Но Иисус побеждает не таким образом. Он говорит, я победил, и теперь здесь есть жизнь. Иисус, когда ставит свой флаг победы, Он говорит, я победил, теперь здесь свет. Да? И этот космологический, такой ультимативный, подлинная победа Иисуса, когда она становится, там становится светло и начинается жизнь. И почему эта борьба неизбежна? Почему эта борьба предопределена, что она должна быть? Потому что между светом и тьмой, и между жизнью и смертью не может быть никакого компромисса. Там невозможно сказать, что смерть и жизнь нашли точки соприкосновения для взаимной выгоды. Такого не бывает. Нельзя сказать, свет и тьма нашли win-win формулу, что и для света хороший, и для тьмы хороший. Так не бывает. И в этой борьбе Иисус побеждает. Он выходит победителем. И интересно, что этот победитель, Иисус Христос, когда Он пришел в этот мир, когда Он сказал свое первое слово, скажем так, или Его первое звучание, не было через громы, молнии, такой через, я не знаю, такие устрашающие. Он не так пришел в этот мир. Мы в синоптических Евангелиях читаем, что первое звучание этого слова было в плаче новорожденного младенца. Такого слабого, такого уязвимого, и у которого был враг. Враг, который желал этому младенцу смерти. Враг, который хотел, чтобы этот младенец не жил. Хотел принести в его жизнь смерть, хотел принести темноту. Это был царь Ирод, который приказал своим людям: найдите этого младенца, и чтобы этот младенец умер. Он хотел уничтожить, пытался подавить этот свет. Да? Он хотел уничтожить эту жизнь, но свет остался, и жизнь осталась. Да? В этом плаче Иисуса – это надежда для всего мира. Там в этом звуке младенца, который такой уязвимый, мы в нем видим надежду. Это была надежда для всего мира, не просто для отдельно взятого человека. И я хочу сказать, что эта борьба в жизни Иисуса Христа, она же не закончилась. Да? Она шла с самого Его рождения до конца Его жизни, Его преследовали. Задавали Ему каверзные вопросы, хотели подловить на Его проповедях, хотели Его физически устранить. И если мы посмотрим карту служения Иисуса Христа, географическую карту служения Иисуса Христа, мы увидим, что Он не был, сидел в одном месте или жил в одном городе и все время спорил с одними и теми же людьми. Это не было так. Он все время спорил с разными людьми. То есть оппозиция на свет и на жизнь, которую представляет Иисус, была всегда и везде. Я вам хочу сказать, в вашей жизни, в нашей жизни тоже будет, есть, всегда есть оппозиция той жизни и тому свету, который у нас есть, который мы приобрели через Иисуса Христа. Когда мы только приняли Иисуса Христа, я не знаю, для каждого это разная история. Когда то Евангелие прозвучало, тот голос Иисуса, как голос младенца прозвучало в нашем сердце, в нашей жизни появился этот свет, с того момента дьявол начал преследовать. Это начало преследовать вашу веру в Иисуса Христа. И это преследование может быть
для кого-то гонением было, может быть, для кого-то это искушение, или вот, знаете, вот пытаются отвлечь нас. То есть, когда наша вера, да, я четко понимаю, вот брат сегодня делился вот насчет алкоголя, да, когда вот у меня есть очень большой позыв к алкоголю, я понимаю, что это неправильно, это очень очевидно, и пытаюсь, насколько возможно, с этим бороться. Вот в этой борьбе брат вышел победителем. Иногда бывает гонение, где страдают наши братья и сестры, им говорят, нельзя быть христианином, нельзя говорить о христианской вере, преследуют очевидные преследования. Но бывает еще так, что там нету преследования, нету очевидных искушений, но отвлечений очень много, отвлекают. Сейчас нету времени, давай на что-то другое. Вот есть дела поважнее, а это подождет вечером. Вечером не случилось, устал туда-сюда, давай следующий день. И вот так каждый день происходит. И это тоже рассматривайте то, что вас отвлекает сильно от вашей веры, как Ирода или как Пилата, который хочет погубить вашу веру. Интересно, что когда Иисус стоял перед Пилатом, да, вот эти преследования, когда в его жизни не закончились и привели к тому моменту, к той сцене, где Иисус стоял перед Пилатом. И Пилат смотрит на истину, на свет, на жизнь и спрашивает вопрос. Говорит, а в чем истина? Смотрит в упор на Иисуса Христа и спрашивает, в чем истина? Он не видит истину, Пилат. Там тьма. Когда темнота, ты не видишь. Да? Там нету жизни, он не ощущает, что от Иисуса исходит жизнь. И он спрашивает, в чем истина? И Иисус молчит, потому что, очевидно, ты смотришь прямо на истину. Но окончательное слово Иисуса, которое, вот как тогда он не сказал перед Пилатом, но окончательное слово Иисуса, окончательное, который поставил точку в этой борьбе между светом и тьмой, между жизнью и смертью, произошло, когда Он воскрес. Без воскресения Иисуса Христа наша вера не имеет никакого смысла. Когда Иисус воскрес, тогда Он сказал свое последнее слово, можно сказать, в этой борьбе. Он победил, да, Он сказал, Он победил смерть, Он победил темноту, окончательно, бесповоротно. В этом заключается наша вера. Я хочу сказать, я хочу вас призвать, да, может быть, сначала ободрить, что Иисус, в которого мы верим, Он победитель. И Он победитель не только для мира, но и для вас лично. Впустите в стороны вашей жизни, где темнота, где нету жизни. И Иисус туда придет, и там появится жизнь, и там появится свет. И пусть в вашей жизни Иисус будет побеждать, и ваша жизнь будет отражать свет и жизнь. Потому что Иисус, я в заключение хочу сказать, это тот самый логос, о котором размышляли философы. Это тот свет и жизнь. Он наивысшее слово для мира. Через него мы видим свет, побеждаем тьму и обретаем новую жизнь. Аминь.